Второй вопрос как раз вот связан с американской системой образования. Сергей, наверное, другой Сергей, USA, как он себя подписал, пишет: посмотрев серию документальных фильмов «Последний звонок» Константина Семина и Евгения Спицына, стала более ясна ситуация с системой образования, точнее, с ее целенаправленным уничтожением. По словам авторов и участников фильма, при таком ходе ее реформирования страну ждет крах и развал в течение 10-15 лет максимум. У меня возникает вопрос. Почему эта же система образования, которая существует в США уже несколько десятков лет, в частности, авторы фильма приводят пример американского журнала 50-х годов, где журналисты уже тогда видели пагубность американской системы образования, до сих пор не привела к краху США? Только лишь потому, что США являются метрополией и выкачивают мозги из других стран? Нет, не только лишь поэтому, а потому что там, в Соединенных Штатах, другая система образования. Вот ошибка товарища, который задавал, он не увидел этого. Дело в том, что в Соединенных Штатах, в странах так называемого первого западного мира, существует образование для всех и образование для элиты. Вот полностью уничтожается образование для всех, для толпы. А своих людей, своих специалистов они воспитывают в элитных учебных заведениях, где даются конкретные фундаментальные знания, в первую очередь, об управлении социальными процессами. А специалистов узкого профиля, талантливых всезнаек, вот, в чем-то там, их не столько готовят внутри, сколько собирают по всему миру за счет системы управления. И соответственно этому Соединенные Штаты должны быть переформатированы. Значит, широкие массы не должны обладать сколь-нибудь значимыми знаниями, чтобы они не смогли противостоять своему уничтожению и не смогли выстроить свое управление, которое бы вступило в конфронтацию с управлением, проводящимся с надгосударственного уровня глобальными элитами. Да и страновые элиты заинтересованы в том, чтобы народ был быдло и не обладал знаниями, и чтобы во всем зависел от них. Что касается России, то у нас создана система всеобщего равного образования. Другого просто нет. За всем элитарным образованием едут на Запад. Там элитариев воспитывают, но их воспитывают там как быдло. Это они здесь мнят, что они элита. Там они быдло. Соответственно, этому нормальных знаний они не приобретают. Они не в том статусе, чтобы им давали знания, особенно об управлении социальными сложными суперсистемами. И, соответственно, этому все национальные элиты, которые воспитывают свои кадры управленческие там, на Западе, вот, они не могут получить этих знаний. Они всегда зависят от надгосударственного управления. Вы посмотрите, например, на Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, да что угодно. Вот. Ничего им не дает воспитание в английских университетах. Ничего. Кроме того, что они работают исключительно в управлении, под управлением из Лондона. Вот такая же туземная национальная элита воспитывается Лондоном и из нашей так называемой элиты, возомнившей себя элитой. А они, думая, что делают себе благо, уничтожают всеобщее образование. То есть рубят суп, на котором сидят. Как только будет уничтожено всеобщее образование, то наша туземная элита будет не нужна западному хозяину. И ее судьба будет гораздо страшнее судьбы всего населения, потому что они в меньшем количестве. И Запад для того, чтобы преподать урок, будет их гнобить так, что мало не покажется. И для них будет счастьем ужасный конец, чтобы избежать ужаса без конца.
Они этого не понимают. Они не понимают своей замкнутости на Россию, что они вообще у них будущее есть, пока есть Россия. Вот. Так что Соединенные Штаты, как субъект надгосударственного управления, это мировой жандарм. Никто его не собирался никоим образом создавать какой-то там рай по-настоящему. Это был пропагандистский ход, когда агитационный пункт, когда был американский образ жизни, советский образ жизни. У нас жизнь целенаправленно, управленчески занижалась, комфорт ее постоянно не давали, чтобы жизнь становилась комфортной. Это целенаправленные действия были. Партии троцкистов, которые пришли после смерти Сталина, это Хрущев, Брежнев, они целенаправленно дискредитировали советский образ жизни, социалистический строй. Целенаправленно. То, что было после Сталина, никакого отношения к социализму не имеет. Это был излет социализма, когда дожидались, когда творческий потенциал масс снизойдет на нет, и тогда согласятся на переформатирование государства, что и произошло с перестройкой. Вот. Так что говорить, что вот социализм и советская власть, не надо. Ни к Хрущеву, ни к Брежневу это не относится. Все, что позитивного в их эпохе было, это все от Сталина. Это они реализовали то, что Сталин не смог. И мы всего лишь через через 12 лет после Великой Отечественной войны уже запустили спутник. Вот. Наша система образования. Поэтому американцы вынуждены были. Они же признали, что победы в космосе обеспечила советская школа. И вообще развитие Советского Союза обеспечивает советская школа. И, соответственно, этому сразу же встала задача. Там образование повышать, чтобы противостоять Советскому Союзу, пока Советский Союз не сойдет. А в Советском Союзе запустить процессы дегенерации. И поэтому у нас сразу после этого стали секвестировать образование, которое давали. Вместо доступных, хорошо продуманной сталинской системы образования, ее бы развивать, начали ее схоластировать, то есть начали побольше фактологии, поменьше методологии. Как только Сталин умер, так сразу убрали логику, психологию. Ученикам давали. Естественно, что подготовленные таким способом ученики, они были концептуально властными и могли продвигать концепцию жизни. Но это проявилось только лишь во времена застоя. И это выразилось в появлении концепции общественной безопасности. Закон времени, к сожалению, это так. Вот эту яму, которую организовали троцкисты, вот, могли бы уже сразу тогда все это получить, и двигалось бы. И к 70-му году Запад проиграл Советскому Союзу и идеологически, и экономически. Только предательство советского руководства обеспечило то, что Запад не стал интегрироваться в Советский Союз. Не стало строиться нормальное социалистическое общежитие по всему миру, а наоборот Советский Союз стал своими ресурсами поддерживать своего могильщика, Соединенные Штаты. И полет Союз-Аполлон – это всего лишь перекачка наших космических технологий в Соединенные Штаты. Иначе космическая отрасль Соединенных Штатов загнулась бы уже тогда. И много еще чего было сделано. Потому что наше советское руководство хотело сдать страну в рабство, самим быть рабами западного господина. Страстно желали. И Хрущев этого желал, и Брежнев это желал. Достаточно посмотреть на все их высказывания, на все их дела.